Знаете, сегодня думала, что давно не показывала вам фаршированные блины. Такие, которые подходят и как закуска, и как ужин. И даже на праздничный стол становятся чем-то вроде маленького сюрприза. Хотя рецепт совсем не сложный. Я бы даже сказала, что это один из тех случаев, когда простые ингредиенты дают результат, который выглядит куда интереснее. Особенно, когда начинка грибная. У меня к ней особая слабость. А еще у нас блины на молоке, тонкие и мягкие, такие, что у многих ассоциируются с детством. Но начну по порядку. И как всегда напоминаю, список продуктов в описании. Посмотрите при случае, там же еще несколько интересных рецептов. Сначала беру лук, нарезаю мелким кубиком, отправляю на сковородку с растительным маслом. Огонь средний. Пока он жарится, нарезаю грибы. Шампиньоны в этот раз попались такие мелкие, бывают ведь наоборот, нужны маленькие, а лежат только крупные. Мою, режу. Но вы поняли, резать я их буду долго, поэтому красивых мелких кубиков не ждите, как получилось. Главное помельче. Когда отправляю грибы в сковородку, сразу добавляю соль и черный перец. Грибы начинают выделять жидкость. Есть много способов, как дальше поступить. Покажу вам, как для этого блюда для меня вкуснее. Продолжаю тушить без крышки, пока вода выпаривается. Одна зрительница мне написала, что сливает воду, не ждет, пока она выпарится. А вы как делаете? Напишите об этом в комментариях. Теперь дальше для начинки сюда же можно добавить разные компоненты. Или сливки, или сметану. Сегодня покажу вам другой способ. Когда жидкость почти ушла и грибы становятся мягкими, добавляю немного муки. Это маленькая хитрость. Мука связывает остатки влаги и делает консистенцию шелковистой. Потом добавляю молоко и кусочек сливочного масла. Сливочное масло дает мягкость и, конечно, сливочный вкус. Перемешиваю и вижу, что начинка уже выглядит красиво. Она становится густой, однородной, такой ее удобно накладывать в блины. Она не растекается, ну и не превращается в плотную массу. Теперь сыр. У меня сегодня сулугуни. Он дает мягкую текстуру. Иногда беру моцареллу. Тоже хорошо. И твердый сыр также сюда подойдет. Берите тот, который хорошо плавится. Размешиваю до расплавления. Здесь пробуйте. Соль, специи, что любите, добавляйте. И дальше отставляю охлаждаться. Теперь блины. Это проверенный рецепт. Здесь не буду экспериментировать. Берем 2 яйца, добавляю сахар и немного соли. Перемешиваю венчиком. Потом начинаю чередовать муку и молоко. И тут маленький совет. Если сделать тесто жидким сразу, могут появиться комочки. Если тесто густое, комочков почти нет. Поэтому каждый раз сначала делаю массу густой и только потом развожу молоко до нужной консистенции. Когда тесто становится гладким, добавляю растительное масло. Оно делает блины более послушными. Они легче отходят от сковороды. Даже если у вас хорошая сковорода, масло в тесте хорошо и вкусно. Теперь даю тесту постоять, хоть 10 минут. Затем ставлю сковороду на огонь, жду, пока она прогреется, и начинаю жарить блины. Когда стопка блинов готова, возвращаюсь к начинке. Она как раз остыла. Теперь заворачиваю. И вот расскажу вам одну вещь, которую открыла со временем. Чтобы начинки хватило на все блины, просто считаю их количество. Делю начинку пополам, первую часть распределяю на одну половину, вторую на остальные. Когда все готово, ставлю сковороду, наливаю немного масла и слегка обжариваю блины с двух сторон до золотистой корочки. Также, если вы готовите параллельно еще что-то и духовка работает, то блины можно сложить на противень, смазать сливочным маслом и в духовку минут на 10. Если рецепт вам понравился, сохраняйте его, чтобы потом не искать. И за подписку благодарю, вы помогаете каналу расти. Готовые блины я выкладываю на тарелку. Иногда добавляю зелень, иногда ложку сметаны или соус.
Сметана, майонез, чеснок, зелень. Начинка нежная, блинчики мягкие. Когда разрезаешь, видно, как все соединяется в одно целое. Очень вкусные и ароматные блинчики получаются. Приятного аппетита и до встречи в комментариях и следующих видео.